Меня зовут Даниил Наливайко. Главная моя тема – это военно-историческая реконструкция. Меня зовут Саша, и мое главное хобби в жизни – это музыка. Меня зовут Вика, я люблю рисовать, вязать игрушки, шить. Меня зовут Артем, и я увлекаюсь фотографией. Года 3 назад, наверное, подвернулся такой случай. Познакомился с одним парнем, который вроде как этим начал заниматься. И он мне, соответственно, дал контакт, номер человека, который заведует в клубе всеми делами. Я, собственно, человеку позвонил, и как-то вот так вот все завертелось, закрутилось. Собственно, и вот теперь я из этих. Мама отвела меня в хор, когда мне было 2 или 3 года. Начала петь в хоре и пела 15 лет, закончила. Потом поступила в музыкальное училище в Санкт-Петербурге, выучилась на хорового дирижера, на педагога. Просто увлекаюсь в свободное время. Так что как и хобби, и даже отчасти профессия. Все началось с начальной школы, когда у нас появился труд. Мне нравилось и вязать, и шить, и делать различные подделки. И я решила попробовать себя в чем-то конкретном, допустим, вот как раз игрушки. Почему бы не попробовать, может быть, получится. И да, у меня очень хорошо это получается. Могу даже показать. Всем вот динозаврик. Лапочка такой. Вот. И еще я с собой взяла медузку. У моего отца по работе была такая камера еще, мы сейчас мыльницами их называем. Но тогда, возможно, это было все, что было для обычного потребителя. И когда он покупал новый фотоаппарат для работы, он отдавал старый мне. И я бегал по саду, по дому и что-то пытался снимать. Лучше всего я бы советовал в клубе быть, потому что, во-первых, это братство, товарищество, есть с кем общаться, встречаться, внутриклубные мероприятия, это раз. А во-вторых, еще не стоит забывать такую вещь, что организаторы мероприятий, они присылают приглашение на клуб. А простому человеку, который не знает, откуда он узнает, что где происходит. И в любом случае, даже если он узнает, даже если он подаст заявку, его примут, приедет, все равно его прикомандируют к какому-то клубу. Музыка, она же необъятная. Хочешь — пой, хочешь — играй, хочешь — сочиняй, пиши, в компьютере делай. И сколько у меня друзей и знакомых, которые сами учились игре на музыкальных инструментах. Лучшая подруга у меня сама просто купила гитару, пошла, открыла видео на ютубе, выучилась, сейчас играет, все отлично. Не обязательно ходить в музыкальную школу или к преподавателю или еще что-то, можно самостоятельно абсолютно. Я начала вязать игрушки летом, и вот если сравнивать сейчас, что я вяжу и тогда, есть очень большая разница, потому что там еще я вязала достаточно слабо, игрушка не очень плотно набитая, а эти... Тут уже наблатыкался, можно сказать, сколько, но уже полгода вяжешь, и вот такой вот результат. Неплохо. Да, этим можно заниматься самостоятельно, и благо даже на русском языке сейчас море литературы, видеороликов, которые помогают разобраться в каких-то конкретных ключевых вопросах и улучшать свой уровень не только в плане технического восприятия, но и вообще того, как ты смотришь на мир, как ты, можно сказать, останавливаешь этот момент и ловишь его. Потому что интересно. Вот и все. Вряд ли бы один куда-то, допустим, отправился путешествовать. А так мы ездим, когда нет карантина. Мы ездили в те давние времена, я уже не помню, когда это было. Когда в Беларусь, когда в Россию, в Литву, Латвию. Латвия вообще у нас как дача. Мы туда ездили практически каждый месяц. Бывают такие вообще места посещаем одиозные, которые вообще в жизни бы не захотел бы посетить. Почему я занимаюсь? Мне как-то никогда даже не приходилось задавать себе этого вопроса. Я просто брала и делала. И когда я в школе училась, помню, переходный возраст, как у всех, прогуливать школу, музыкальную школу, но хор никогда. Один раз прогуляла, потом шла, плакала, извинялась. И если болела в школе, то тоже, не знаю, температура, в школу не пошла, на хор обязательно надо.
Много друзей было, даже учителя, которых ты уважаешь просто безусловно. Чисто для себя, для своей души. И для спокойствия, я бы даже сказала. Я когда вяжу, для меня это как медитация. Мне нравится, когда есть возможность развиваться практически бесконечно. Ты всегда в поиске себя, в поиске чего-то нового, и это замечательно. Если с технической стороны, да, настает момент, когда, в принципе, ты уже все понимаешь, ты видишь в интернете картинку, ты точно знаешь, как она была сделана. А вот в плане творческого восприятия всегда есть куда расти, и это супер прямо. Сниматься в кино, массовки. Потому что очень часто и очень много снимают фильмов на определенную эпоху. Первый мой фильм это был, наверное, какой-то финский сериал, но правда там мы были, я играл ФСБшника, вот, немножко не по теме. Вот. Потом снимались в эстонских фильмах, сериалах в качестве, ну, на 41 год, в качестве НКВД. Ездили очень во много стран, и в Россию, и по Европе. И как-то так пошло-поехало. 2 года назад я уже самостоятельно поехала в Еврохор. Есть 2 проекта, которые такие самые глобальные. Европейский хор и мировой молодежный хор. Ну, соответственно, в европейском только европейские страны, в мировом там и, не знаю, Америка и все, что хочешь. И я подала заявку. Это было во Франции, в Провансе. Прошла отбор, прошла прослушивание, еще и написала на стипендию, выиграла стипендию. Там что-то за 80 евро поехала, бесплатно все включено, проживание, питание, вообще участие. Ну, там же познакомилась уже во Франции с мировым хором, подала заявку, там еще все сложнее. Там, получается, еще более выгодные условия, тоже реклама. Нет, правда, классно. И там вообще такие знакомства, такие ребята, с кем познакомилась. На следующий год поехала уже просто в гости в страну, в другую. Поэтому что мне это дает? Личностный рост, развитие, новых друзей, новые знакомства, новые страны, новые любые точки мира, вообще необъятные возможности. Ну и, конечно, возможность музицировать, потому что без пения я не могу. Я думаю, проявить себя, потому что когда я начала это выставлять в Инстаграме, допустим, просто даже небольшие видео, что вот я что-то связала, я заметила, что это очень многим нравится, то есть за мной многие люди даже наблюдают, как я это все делаю, вяжу. И многие уже говорят, что Вика, да открой ты уже свой бизнес, боже ж ты ж мой, что ты только для себя вяжешь? В раннем подростковом возрасте был достаточно закрытым человеком, и первое, что мне фотография дала, это возможность спрятаться за камеру и разговаривать с людьми из-за камеры. Потому что было не так страшно, у тебя там видоискатель есть и объектив перед тобой. Внимание к деталям, развивает вкус, тоже видение цветов. То есть, в принципе, уже там, к окончанию школы, к выбору профессии открываются многие возможности, куда ты можешь развиваться. То есть можно не останавливаться на фотографии, можно пойти вот в видеосъемку, допустим, или в дизайн, то есть искать себя дальше. И там уже совершенно другие возможности для карьеры, для развития. Мне говорили людей не пугать. Поначалу у нас же какие-то, у кого-то что-то есть больше, что-то меньше, и поэтому делимся, так скажем, с новыми людьми, даем на прокат. Можно не слишком много на это дело тратить, просто постепенно. Зависит от тебя, бесплатно. Бесценно, я бы сказала. Один клубок стоит 3,8 в месяц. И, в принципе, допустим, даже если ты покупаешь 3-4 цвета, то это уже где-то в 15 евро тебе обходится. Так что удовольствие достаточно дорогое. Всегда советую исходить из того, что имеется, и делать траты уже потом разумно, исходя из возросшего своего интереса, возросших потребностей. Но, допустим, если говорить о том уровне, который как бы требуется для профессиональной работы, то это тысячи и тысячи евро. Начальный набор такой может сегодня стоить для профессионала около 4-5 тысяч, если говорить о последних поколениях техники и разных видах съемки. Последнюю поездку в Латвию, поэтому она у меня в голове осела. Мы сидели, у нас такой домик был при свечах, то есть там никакого электричества, ничего. Мы начали рассказывать сначала вдруг какие-то страшные мистические истории, потом мы начали петь песни, потом я смотрю, все уже начали засыпать. А я такой, а давайте сходим на кладбище, которое недалеко. Все такие, а давайте, ну пошли мы гулять на кладбище латвийское, что?
попутно еще прячась в кустах от проезжающих мимо фур и так далее. Потом мы там на этом кладбище меня потеряли. И в Питере, когда жила, как мы бесплатно ходили во все там театры, в филармонию, просто со служебного входа. Ну, типа, главное уверенно себя вести, и все. Ты просто как бы такой идешь и говоришь, я выступаю сегодня, и все, и ты заходишь, и они верят. В 2011 году или 2012 я был в бельгийском городе Брюгге, и я как сейчас помню, я стоял лицом к магазину, где продавался шоколад, а если меня знать, то я никогда не смогу внимание свое переключить с шоколада на что-то еще. И вот у меня висит камера на шее, и где-то сзади у меня начинается ощущение, я должен повернуться и сделать кадр. И вот это ощущение, оно настолько отчетливое, что вот просто повернись и сфоткай. И я повернулся, и там стоял мужчина в куртке, которая была цвета стены, а зонтик у него был цвета оконной рамы. То есть получилось такое цветовое сочетание. Я сразу же сделал кадр, еще не осознав всего происходящего, всей картины. И до сих пор вот этот кадр, он может быть композиционный, там, через эти года уже не самый мой любимый, но один из самых запоминающихся именно потому, как вот этот вот момент восприятия, он вдохновил меня. Те, кто хочет заняться реконструкцией Второй мировой войны, Красная армия, а также освободительная война в Эстонии, гражданская война в России, может обратиться ко мне, ссылку на источник дам вот в описании. Да. Вот. Но нет, да, действительно, надо просто обратиться к людям, кто этим занимается. Может, есть знакомые, но лучше все-таки каким-то проверенным людям, как я, например. Просто брать и делать, и не думать вообще ни о чем. Открыть группы какие-то музыкальные, найти какие-то занятия, подойти к уличным музыкантам на улице и спросить, не дают ли они уроки игры на гитаре. С чего начать? С собственной мотивации какой-то. Почему ты хочешь этим заниматься? Почему тебе это интересно? Потом просто брать и делать. Желание, усидчивость, не бросать на полделе, и понимать, что сразу все идеально не получится. К этому надо идти, стремиться. И со временем, когда человек наработает опыт, тогда уже у него все будет очень хорошо получаться. Первое, наверное, это не бояться, то есть начинать снимать на то, что у них уже есть. А второй момент – это то, что не стоит лениться, не стоит откладывать это. Сделать это регулярным, немножко систематизировать это, потому что в первое время очень сложно. Особенно сложно, когда каждый раз ты повышаешь уровень, допустим, техники своей. То есть ты купил хороший фотоаппарат, думаешь, все, я сейчас буду там, королем, да? Не прочитал инструкцию и получаешь хуже результат, чем с мобильного телефона. То есть здесь требуется немножко усидчивости. И если приложить усилия, то можно сразу же получать хороший результат.